Всем привет! Сегодня будет обзор маленькой аккумуляторной шлифмашинки Profi Power DJI 18 вольт и размышлизмы на тему необходимости 3-дюймовой УШМ. Брось, это несерьезно. Это какой-то жалкий детский уровень. Комплектация. Изначально инструмент поставляется в чемоданчике с двумя аккумуляторами и убогим зарядником, 2 отрезных диска и шестигранный ключ. Чемодан я, поторговавшись, оставил продавцу на рынке, аккумуляторами попользовался и продал. Они вполне себе неплохие, но не особо нужны, если есть Makita. Характеристики. Диаметр диска тут 76 мм, оборотов 20 тысяч в минуту. Кнопка слайдерная. Что тут есть? Плавный пуск. Защита от перегрузки и индикатор заряда аккумулятора. А вот защиту от случайного пуска не добавили. Редуктора, регулировки оборотов, реверса также не предусмотрено. Положение кожуха регулируется откручиванием 3 винтов. Такое себе. Габариты. Вес самого инструмента 580 грамм. С маленьким АКБ чуть меньше килограмма. С большим аккумулятором почти 200 кг. Общая длина около 22 см. Двигатель с защитным кожухом в ширину 10 см. Рукоять овальная 40 на 47 мм. Качество сборки нормальное. Ругать не за что, хвалить тоже. Отличается ли конкретно эта машинка от тех, что продаются на маркетплейсах, понятия не имею. Подозреваю, что вряд ли что-то, кроме цвета и наклейки, тут другое. В работе прибор где-то между 125-й УШМ и бормашиной. Болт на 8 перерезает за 15 секунд. Каленые саморезы спиливает легко и непринужденно. Для чего ее можно использовать? Естественно, если надо распилить рельсу вдоль или зачистить километр трубопровода, это не сюда. А везде, где взрослую ШМ-кой неудобно подлазить, этот аппарат просто must-have. Зачистка, резка в труднодоступных местах, снятие заусенцев, обработка мелких деталей. Что сам наблюдал, как люди, занимающиеся авторемонтом, берут 125-ку, снимают защитный кожух и каким-то огрызком диска пытаются резать всякую мелочевку на свой страх и риск. Этой же штукой это делать удобно и безопасно. Может быть полезно тем, кому приходится резать что-то бормашинкой. Для нее тоже есть всякая отрезная оснастка. Иногда даже приходилось этим пользоваться. Отвратительно, но когда большой УШМ не подлезешь, что делать? С приобретением этой малявки для зачистки металла большой вообще перестал использовать. Это гораздо удобнее, работать ей долго, несравнимо приятнее из-за веса. И опять же, когда надо резануть кусок монтажной пластины, какую-нибудь шпильку, она тоже удобнее, чем большая. Про АКБ. Сейчас буду очевидные вещи проговаривать. Так как это углошлифовальная машина, хоть и маленькая, как она будет работать, зависит напрямую от аккумулятора. Это не шуруповерт, где работу делает редуктор. Если у вас аккумуляторы фирмы дешевое говно, хороших банок с высокой токоотдачей там нет, и реальной нагрузки оно не выдержит. На YouTube полно рассказов о том, что вот эти агрегаты вообще ничего не могут пропилить и останавливаются в одно касание. Особенно 12-вольтовые. Чем меньше банок, меньше ампер, хуже работает. Я не говорю, что надо покупать именно Makita. Производителей сейчас полно. Но в любом случае хорошие аккумуляторы дешевыми не бывают. Без нормальных аккумуляторов этот инструмент работать не будет. Это надо принять. Вот, например, попытка задавить машинку с 3-амперным макитовским аккумулятором. Усилие приходится прилагать такое, что у меня рука чуть не соскакивает. Режет она без вопросов даже с двушкой. Расходники. Сама УШМ часто дешевле, но вот диски 76 мм дороже и реже в ассортименте, особенно фирмовые. Поработал я разной оснасткой, сейчас коротенько по ней пройдусь. Отрезные и зачистные круги. В работе с ними все хорошо. Я бы даже сказал отлично. Только перед покупкой обращайте внимание на вот эту шайбочку в месте посадки. Потому что бывают круги в наборах без них, и на шпиндель они нормально не налезают. Там сыпется абразив, в общем, херня.
А в целом в работе просто отлично. Круг лепестковый торцевой. В кадре отсутствует, так как был отправлен в мусорку. Возможно, если купить что-то фирмовое, оно будет работать. Но это еще надо найти. А то, что продается на маркетплейсах в наборах, просто говнище. Вибрация сумасшедшая, при попытке с ним работать, думаешь, что быстрее выйдет из строя. Подшипники или твои суставы. Короче, Говно. простенький пильный диск по дереву по пластмассе. Дерево им резать – это извращение. Обороты сумасшедшие, поэтому он больше дымит, чем режет. По пластику, нормально. Ситуационно этот круг был полезен, когда надо было вырезать в стенке шкафа из ДВП квадратик. Если пользоваться аккуратно, пригодится. Если бы были круги такого плана маленького диаметра, наверное, было бы удобнее. Опорная тарелка под самозацепляющиеся круги. Тут все упирается в оборот. В машинке их 20, а здесь их указано максимально 12 тысяч. Соответственно, кроме вибрации, ничего по сути здесь нет. Одной рукой это даже удержать сложно. При любом неудачном контакте с заготовкой эта наждачка моментально улетает с этой липучки. Даже если не слетела, работать дико неудобно. Что интересно, в комплекте с этой фигней еще идет удлинитель. У меня есть подозрение, что если им поработать, то он прилетит в лоб вместе с подшипником. Короче, хрень. Фетровый полировальный круг. Прямо в инструкции написано, что машинка не предназначена для полирования. Ничего он не полирует ни на металле, ни на пластике. Я даже этот круг отдельно отбалансировал, притер, не помогло. Обороты слишком большие. Алмазный диск по камню. Хоть в инструкции написано по камню не работать, я немного ее загнал в бетон. Режет вроде нормально. По плитке я ничего не могу сказать, не работает. Чего не пробовал и не собираюсь, и вам не советую, это использовать огрызки от 125-х дисков через переходники. Обороты на маленькой машинке сильно больше, чем максимально допустимые на 125-х кругах. Крохоборство достаточно опасное получается. Пользоваться отходами с перспективой поймать осколок круга точно не для меня и вам не рекомендую. Итак, брать, не брать. Точно брать 3-дюймовку не стоит, если у вас вообще нет УШМ, и вы хотите один универсальный инструмент на все случаи жизни. Если надо резать кирпич, толстый металл и вообще важна глубина пропила, не берите. А вот если вам нужен второй вспомогательный инструмент для тесных мест, вы планируете какие-то мелкие домашние работы, и, в принципе, вам бюджет позволяет взять вторую машинку, это то, что надо. Еще отмечу, что бывают эти машинки в основном двух форм-факторов. Со слайдерным переключателем, как это, и с триггерной кнопкой. Тут кому как нравится. С одной стороны, рукоять, как на шуруповерте, будет удобнее для резки, но для зачистных работ мне такая вот нравится больше. Как-то она, мне кажется, более универсальна. Рассматривать этот инструмент как мини-циркулярку я не могу. Обороты сумасшедшие, глубина пропила никакая, подрезать какую-то фанерку или ДВПшку можно и так. А, например, листы ОСП пытаться распускать этой штукой — это смешно. Поэтому кожух с пылеудалением и реверс здесь нужными не считают. Хотя, опять же, это все вкусовщина, может, кому-то и подходит. Вывод у меня следующий. Это нишевый инструмент. Не универсальный, но ситуационно очень полезный. И да, это настоящая УШМ со всеми вытекающими. Поэтому защитный кожух, защитные очки, фиксация заготовки — все то же самое. Она маленькая, но опасная, если относиться халатно. Кому она может понадобиться? Если вы живете в квартире, вам раз в год надо что-то отрезать, отлично. В ящике с инструментами эта штука места почти не занимает, даже с набором кругов и защитными очками. Если у вас есть, например, шуруповерт на этой платформе, эта машинка будет отличным дополнением. Как по мне, это хороший инструмент для тех, кто не часто делает сам что-то руками. Думайте сами, решайте сами, однозначно говорить рекомендую нет, не буду. На этом, собственно, и все. Лайк, подписка. Если у вас есть такая машинка, пишите, для чего вы ее используете. Все, всем удачи.